Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и приветствуйте новых гостей на канале. Спартак Суббота, психоаналитик, психотерапевт, психолог на связи. Спартак, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Вы знаете, наш с вами разговор, он, если можно, вот мы бы хотели с нашей аудиторией понять несколько вещей, мейнстримных вещей. Во-первых, поговорить об украинцах в целом. Вы человек, который достаточно давно подверглись гонениям, критике, ужасам в телеграм-каналах, какой вы фальшивый, ненастоящий, сколько у вас этих всех, скажем так, проблем и с образованием, и не только. Ну, потому что вы публичный. Вы был публичный психолог и сейчас остаетесь. Но тут возникает другой момент. Когда вы все поняли об украинцах и как их изменила война? Ведь сейчас очень острое событие какого-то перехода и вообще на планете, там, геополитического, и в контексте вообще вот этого ужаса и трагедии, которая приключилась со страной, ну, там, с 14 и 22 годов. Дело в том, что про украинцев было понятно все с самого начала, с ними проблем нет. С самими украинцами проблем никаких нет. Есть проблема с сутью повестки. Интересно то, что на протяжении всей истории Украины можно наблюдать то, как тенденции интересов украинцев меняются в зависимости от власти. И вот что интересно. Есть такое понятие в психологии масс, называется спираль молчания. Вы, может, ее слышали, Элизабет Нойман ввела это понятие, это социальный психолог. Суть спирали молчания заключается в том, что если у небольшой группы людей есть достаточно власти для того, чтобы подавлять идею, которая их не устраивает, чем меньше людей знает об этой идее, тем больше людей думает, что эта идея является маргинальной. И так получается, что большое давление на людей, которые высказывают свою позицию, которая является неугодной действующей власти, массово подавляется блогерами, которые являются провластными, из-за чего создается иллюзия, что то, что говорят эти люди, говорят глупости. Таким же, скажем, в такие же проблемы попало очень много известных людей, которые говорят вещи, которые сейчас, ну, как бы недопустимы. И так случилось, что у людей сформировалось ложное представление о том, что эти люди глупые, там, несут какие-то несуразицу. Не Сейчас просто открываешь то, что... враги, Спартак, враги. Ну да. Вот элемент врага сразу проявляется, если кто-то что-то. Но тут я сразу хотел вклиниться. Поймите, ну, Зеленский же тоже открывает это окно Авертона. То есть то, что он говорил в 22-м, 23-м, сегодня в 25-м, о том, что мы за мир, мы хотим мира, на словах одно, на деле другое. Но он как с 19-го года получается тефлоновый, что ли. То есть от него отскакивает. А к многим публичным людям, вы в их числе, еще там есть много и блогеров, и просто лидеров мнений, а к ним прилипает. Разница лишь в том, что то, что говорят люди вроде меня, не удовлетворяет запрос общества на надежду. Понимаете? Ну вот Алексей Арестович, он говорит, ребята, нужно менять проектность. Кому хочется менять проектность? Это очень сложно. Это как, знаете, это когда приходит полный человек, ему говорят, смотри, у тебя проблемы со здоровьем, тебе нужно сесть на диету. Он говорит, подождите, а что, нет таблеток, которые помогут вот так вот разом все поменять? И чтобы я победил вот этот лишний вес? Нет, нету таких таблеток, ты должен заниматься там спортом, правильно питаться, высыпаться и так далее. Это то, о чем говорят сейчас очень многие и политтехнологи, и политологи. То есть суть заключается в том, что людям некомфортно слышать мнение, которое основано на трудностях. Им легче признать, что их трудности основаны на неправильном мнении. То есть получается так, что выходит, ну, к примеру, там Зеленский или любой управленец, вообще не играет роли, у которого есть власть. Он просто выходит и говорит о том, что смотрите, вот эти ребята говорят неправду, мы ж можем, мы ж как бы можем победить. И тогда формируется, это называется стокгольмский синдром покупателя. На самом деле сам по себе стокгольмский синдром является ненаучным, но стокгольмский синдром покупателя как когнитивное искажение существует. Мы задним числом должны оправдать, почему мы прошли этот путь, выбрали такого лидера, почему все то, что сейчас происходит, происходит с нами. Худшим вариантом выбора для нас будет наша вина, хотя вина наша. Легче признать, что ну, там, виноваты кто угодно. Виноваты русские, виновато предыдущее правительство, хотя почему-то они быстро забывают предыдущее правительство, они помнят предыдущее правительство. Скажем так, сам корень проблемы, вот этой истории армия, мова, вера, это же началось тогда.
То есть это ж не началось при Зеленском, это началось немножко раньше. И мы постепенно пытались, вот как вы сказали, правильно расширить это окно Вертмана. И закончилось все тем, что подавляющее большинство людей мыслит дихотомическим мышлением. Черное, белое. Этот человек хороший, этот плохой. Обратите внимание, был такой блогер, да он и есть, Волошин. Он сказал о том, что нужно заканчивать войну. Я это сказал еще раньше, но я просто уехал из страны раньше. Но вот он еще был в Украине, и он говорит, нужно заканчивать войну. Это когда попали в больницу, может, вы помните, еще сколько денег на нее собиралось. Он сказал, надо заканчивать войну. Как его рвали на части все. Ну, что ни в коем случае нельзя заканчивать, не нужно договариваться. И вообще проходит какое-то время, и сейчас эта идея о том, что нужно заканчивать войну, она ни с кем не встречается. Она встречается только радикалами, которые на этом зарабатывают, встречается агрессивно. Ну и людьми, которые сидят в Германии. Все остальные говорят, да, надо, наверное, что с этим делать, потому что так продолжаться не может. У нас и человеческого ресурса нету, и финансового ресурса. Нам не за что уже воевать. И вот что интересно, никто не вспомнит о том, что был какой-то паренек, который это сказал сильно раньше, чем вы все гении до этого додумались. И вот это дихотомическое, поляризованное мышление не дает возможности человеку посмотреть за рамками своего понимания. Причина, кстати, в этом, я хочу сказать, связана не с народом и не с культурой. Причина в этом, причина кроется в особенностях мозга. Мозг имеет специфику, которая называется ориентация на негативизм. Мы лучше запоминаем негативные факты, чем положительные, потому что для выживания вида необходимо ориентироваться на потенциальные риски. И из-за этого мы будем постоянно ориентироваться на что-то плохое. Но то, что нам говорят, вот это вот большой проблемой является отсутствие свободных средств массовой информации. Ну, вы можете доносить, хотя, насколько мне известно, далеко не все могут посмотреть, в каких-то регионах даже заблокированы какие-то каналы. Это абсурд. Это просто абсурд в современном мире. Это то, с чем Трамп пытается бороться. Это абсурд. И получается как? Свободные средства массовой информации не существуют. А те средства массовой информации, которые существуют, полностью подчиняются действующей власти. И таким образом люди, им негде услышать правду. Они заходят на какие-то телеграм-каналы, которые позиционируют себя как альтернативное мнение. Но дело в том, что они же под копирку все отправляют, все, что поступает с офиса президента. И из-за этого у людей нет альтернативы. А когда альтернативы не находится, человек не думает, что меня пытаются обмануть. Человек думает, что это картина мира, которой нужно соответствовать. Следовательно, это правда. А в чем формула власти офиса президента? Вот тут смотрите, какая парадоксальная история. С одной стороны, мы видим, многие эксперты, многие аналитики говорят, что движемся к тоталитаризму. Ну, условно, если в 22-23 годах все говорили, вот, Россия, диктатура, нет демократии, подавление. И сейчас тоже об этом говорят. Вот на днях там, да, вот Подоляк выходит и говорит, вот, все у них там все под прессом и так далее. А справедливый мир, он уже наступил, потому что мы не они. Ну, вот так. Ну, то есть, вот такая формула, нормально. То есть, вот он дал этот посыл. Просто люди как бы услышали, в одно ухо влетело, в другое вылетело. А ведь на самом деле за этим стоят глубинные смыслы вообще подхода. Вот я хотел бы разобраться в глубинных формулах власти. У нас все движется, ну, к какому-то вождизму. Ну, типа Зеленский вождь. Вот он нарядился, его там, конечно, время поменялось, поругали за то, что он в милитаре, он немножко так переоделся, но немножко. То есть стиль остался, похожесть осталась. Ну, такой украинский Че Гевара, вот это все. Незламность, потужность, борьба. То есть это единолично, мы движемся к единоличной власти. Или мы движемся, ну, к какому-то, тоже есть термин, тоже очень хороший, блогеры подбросили, тоже сбежавшие там из учебок, зеленизм. Ну, то есть, когда есть условно, как-то, ну, аллюзия к СССР, когда условно есть группа людей, можно, конечно, сравнить и провести параллели с термином номенклатура, ну, как при Союзе, да, то есть верхушка, которая, собственно, и обеспечивает, продуцирует этот зеленизм. И, в принципе, что-то как бы тоталитарный, ну, такой ход, да, истории народа, страны, но разница-то абсолютно важна, потому что вот все-таки это коллективное управление, подавление, или мы вычленяем и все-таки, ну, там же как Верещук недавно написала, вот Иван Мазепа был самый лучший гетьман, туда-сюда, 26 лет он держал булаву в руках.
Ну, то есть, как бы, ни на что не намекая, написала она. Или мы идем вот к гетьманату, вот гетьман Зеленский. Есть такое понятие в испанском языке «камарилья». «Камарилья» означает группа людей, приближенных к королю, которые держат власть. Там часто в «камарилье» были люди с умственной отсталостью, с синдромом Дауна, потому что часто это происходило там из-за инцеста, деторождения и так далее. Но не играет роли, какой уровень интеллекта был у властей на тот момент. Власть являлась властью. Примерно та же самая история происходит и здесь. Из плюсов, ну, какие есть преимущества вообще в тоталитаризме. Тоталитаризм, в принципе, жесткая рука эффективна в условиях ведения войны. Это правда. Есть и плюсы в этом. Но эти плюсы ориентированы на удержание власти, они не ориентированы на развитие государства. А государство, которое не имеет тотальной поддержки, вот вы сказали, вот там Подоляк сказал, что у нас есть поддержка. Поддержка кого? Нас никто не поддерживает. Никто нами не интересуется. Мы являемся буферной зоной для этих людей. У нас нет никакой поддержки. Более того, с точки зрения социальной психологии, украинцы уже являются нацией, которая нон-грата. На примитивном уровне людям не сдают квартиры. Вот просто, чтобы вы просто понимали, украинцам квартиры не сдают, а русским сдают. С чем это связано? Связано с тем, что позиция украинцев проактивная, а позиция русских за границей активно поисковая. Они ищут возможность зарабатывать. И ввиду того, что Россия сейчас находится в очень плохом таком репутационном положении, они стараются не отсвечивать. Из-за этого создается иллюзия того, что вот русские, они адекватные, а украинцы, которые вечно что-то требуют, они неадекватные. И проблема в том, что вот этот вот контраст формирует представление у мира, у украинцев. Нация себя скомпрометировала. Вина, конечно, лежит на управленцах. Тут мы не можем говорить, что это проблема нации. Управленцы создали всевозможные условия для того, чтобы так произошло. Потому я считаю, что он будет у власти так долго, сколько это возможно. Была идея о том, что закончится до Нового года, но в связи с последними событиями, которые со вчера и до сегодня продолжаются, там военный парад в КНР, встреча Моди, встреча Си и Путина показывает то, что я просто напомню, люди не совсем понимают, что такое Индия и что такое Китай. Для большинства людей Китай – это место, где делают футболки и дешевые товары. А Индия, ну, это просто огромное количество индусов, и как бы у них нет понимания, что это за экономики. А это очень большие экономики, это ядерное государство, и люди этого не понимают. И в то время, пока от Украины постепенно один за одним люди и государства отворачиваются, Россия тем временем уже не находится в изоляции. И с чем это связано? Это связано с тем, что тоталитаризм тоже бывает разный. Тоталитаризм бывает разный. И разница между удержанием власти и экспансией очень большая. Удержание власти – это просто удержать то, что у тебя есть. Экспансия, то, чем занимается Путин, он говорит, смотрите, мы империя, русские понимают, мы империалисты, и они в соответствии с этой динамикой действуют. На вопрос к украинцам, кем являемся мы, у нас есть только один вектор. Его, кстати, вот Арестович лично описал. У нас один вектор. Вектор, который называется как угодно, но не с русскими. И Как это пока не менять? Как это менять, Спартак? Ну вот правда, тут это ведь на самом деле глубинная история. Это где-то вот достали из схрона, ну той же землянки УПА или где-то оттуда, вывалили вот это все, да, и, мол, давайте, соответствуйте. И люди вполне себе, ну там, адекватные, внимание, это очень важно сейчас слово, современные, которых там, ну, блокировкой какого-то YouTube-канала не напугаешь. Они знают, как скачать VPN, например. Ну, образно. Или там, которые видят, как там в том же Китае, простите, роботы доставляют еду. В Москве тоже такое. То есть, как там эти дроны, которые приносят убийства и там мертвые зоны, они доставляют, помогают, переправляют грузы. Человека даже во Вьетнаме, казалось бы, таком, ну, как вы правильно говорите, стереотипное представление, что шьют одежду, кто они там, да, ну, там какие-то. Они, эти дроны большие, вот такие, как Баба-Яга, которым гордится украинская армия, они просто берут людей из наводнения и, ну, короче, они служат, они разрушают. Созидают, они разрушают. И
Человек не имеет, получается, другого выхода, да, как вот соответствовать вот этим все, я не москаль. Вот я не москаль. Вот делать, я буду делать, говорить, писать в соцсетях, все что угодно. Вот лишь бы не как москаль. Как от этого избавиться? Этот эффект называется эффект личной связи. Мы чаще будем болеть за команду, которая даже хуже играет, но если мы имеем хотя бы одного знакомого в этой футбольной команде. То есть у людей нет возможности посмотреть на альтернативу из-за отсутствия связи с другими людьми. Украина сейчас, люди, которые там живут, достаточно замкнутая и ограниченная в получении информации. Для меня вообще, в принципе, нонсенс, что люди вынуждены скачивать VPN для того, чтобы посмотреть какой-то контент. Они же не могут посмотреть альтернативу. Для того, чтобы убедиться, что твоя власть, которую ты избирал или избираешь, или поддерживаешь, и позиция власти, которую ты выбрал, для того, чтобы она правдива, ты должен посмотреть на оппозиционеров и убедиться в этом. Вот, допустим, там в 2016 году я понимал, я мог посмотреть на оппозиционеров и сказать, ну, слушайте, то, что сейчас есть, точно лучше, чем та оппозиция, которую предлагают. Надо как бы успокоиться. Сейчас это даже не дают возможности увидеть. И для того, чтобы это изменить, эта система должна разрушиться. Она разрушится просто экономически, Александр. Я ну, вот смотрю ваши передачи, смотрю ваши выпуски, и там постоянно вот, и вы об этом постоянно говорите, ну, вы так, знаете, как вопросом задаете, но вы постоянно об этом говорите, и другие спикеры постоянно говорят о том, что это вопрос экономических изменений. Не будет возможности вести другую политику, кроме как смириться с тем, что мир бывает разным. То есть это просто вопрос финансового насилия. Не будет денег, никто не даст. Украина закончится финансово. Нет возможности. И самым большим элементом давления окажутся пенсионеры. Как бы сейчас это глупо не звучало. Потому что вот я когда говорю о том, что давлением будут именно пенсионеры, 1822 закон. Принимается так быстро законы, иногда какой-то важный закон полгода принять не могут. Принимается буквально 2 днями закон 1822. И люди такие говорят, вот видите, сейчас выпускают там молодых людей, значит, мы делаем это для того, чтобы потом люди могли больше людей вернуться, увидеть лояльность власти. Нет, выпускают майдановцев, выпускают людей, которые потенциально могут создать серьезные риски. Потому что у людей до 22 лет, ну, во-первых, они не призывные, они могут спокойно стоять с плакатами на площади. Что немаловажно, они могут... их нервная система достаточно гибкая, и они готовы задавать вопросы. Человек после 27 лет уже вопросы такие задавать не будет, ему нужно обеспечивать семью. А вот эти ребята, они гибкие, они готовы задавать вопросы, они ищут правды. И пример с законом про НАБУ, который пытались вот так вот продавить, а потом продемонстрировал то, что все-таки Зеленского можно прогнуть. И теперь люди это понимают и вынуждены отпускать тех, кто готов прогибать. Это возраст 18-22. Однако это год-два, и это основной доход государства. Он выехал. И получается так, что пенсии уже неоткуда будет платить. И серьезную проблему будут создавать именно пенсионеры. Потому что когда не за что будет жить, когда пенсионеры имеют детей, внуков, у них большая, скажем так, большая точка входа в социальный мир. Потому изменить это можно будет просто подождав. Альтернативы, активных действий делать не надо. Это, знаете, как есть в шахматах понятие, называется цугцванг. Любое движение фигуры с вашей стороны ухудшает ваше положение дел. Вот что бы вы ни делали, вы только ухудшаете свое положение. Сейчас Украина находится в такой ситуации. Я не вижу ни одного альтернативного варианта развития, кроме как завершения этого примирения, про сохранение жизни людей и мотивации людей возвращаться на территорию Украины, чтобы восстанавливать это, но уже под эгидой другого, естественно, президента, хотя он будет переизбираться. Если зимой замирятся, то весной будет переизбираться. Это уже очевидно, уже готовится, предвыборная кампания уже идет. Вот эта вот история, не потерять государственность, ну, как вот, это уже победить. Это смешно, на самом деле, скажите. Нет, ну это, я прям вижу, это лозунги политические переизбрания Зеленского. Угу. Для вас Зеленский и Украина, вот сейчас же очень хорошо это демонстрируют, да, то есть выставляют знак равенства.
люди из-за жестокости и ужасов войны, ну вот прошлой ночью 500 дронов, там еще раньше еще, то есть это же там или просто налетели дроны, которые там мало стреляют, а просто разведывательные. Ну, тревога, 3,5 часа, Киев стоит. Ну, то есть все. А, и это в этом всем ежедневном кошмаре людей, кажется, приводят к этой мысли, мол, Украина равно Зеленский, и все забывают, какой может быть, или какой была, какой может быть, какие варианты, как вот Януковича показывают, понимаете, все смеются над зубами, над там, тем, что он говорил по поводу Европы. Ну вот если задуматься, так и правда, слушайте, а Янукович много делал для того, чтобы ввести Украину в Европу. Уровень жизни, евро проводил с поляками вместе. Вот именно делал, да, то есть не просился, не стучал, не брал деньги, чтобы потом тебя могли взять в Европу, потому что ты, ну куда ж тебя, ну куда, ну столько денег ввалили, мы не можем, это чемодан без ручки, конечно, будем тащить и приделывать ручку, на это похоже расчет. И вот все так посмотрели, а ведь появление Януковича об этом никто не сказал. Все посмеялись там про Путина, про башни Кремля, кто-то там приколы, мемчики нарисовал. А ведь это шанс, чтобы украинцы вспомнили, что Украина может быть какой-то другой и плюс-минус комфортной для жизни. Но сейчас как бы Зеленский равно Украина. Что с этим делать? Во-первых, вернемся к тому, что вы сказали про государственность. Ни один еще человек, которого я задал вопрос, что такое государственность, не смог мне дать ответ. То есть никто не знает, что такое государственность. Наличие государственных атрибутов – это не государственность. У государственности есть другие признаки. И вот люди, кто интересуется, пожалуйста, почитайте, чтобы в следующий раз, когда вам скажут, что мы сохранили государственность, вы убедились в том, что нет, не сохранили мы государственность. Мы лишились недр, мы лишились права, статуса, мы лишились большей части детородного населения. У нас кадровый коллапс, кадровый паралич. То есть, в общем, грубо говоря, мы не сохранили государственность. Мы государственность не сохранили еще до начала войны, потому что у нас вектор был ложный. Потом, по поводу того, что у людей есть ассоциация, что Зеленский равно Украина. Я не соглашусь с этим на самом деле. У людей нет ассоциации по поводу того, что Зеленский равно Украина. У людей есть ассоциации, что Украина и любовь к Украине равно страдание. То есть это как флагеланты, мученики, которые ходят и себя бьют. То есть чем больше ты страдаешь, тем больше у тебя любовь к Украине, и ты более к ней принадлежный. У нас же как стыдно сказать о том, что ты живешь хорошую жизнь. Вы можете себе вообще представить? Люди за границей, вот я захожу просто... Это примитивный пример, Александр, но я должен его привести. Я захожу в кофейню, сажусь пить кофе, там кто-то меня узнает, подходит, говорит, о, там, здравствуйте, как ваше дела, вы тут это? Я говорю, да, тут живу, а вы тут что работаете? Я говорю, я доначу. Я говорю, да мне вообще все равно, я не спрашивал, донатите вы или нет, чем вы занимаетесь? Она говорит, ну так-то учусь. То есть, понимаете, у людей страх, они находятся за границей, они уже к Украине не имеют никакого... У них поколение тут новое родится. Большинство из них не вернется, потому что они ментально не соответствуют тому представлению украинолюбия, которое навязывается на территории Украины. 4 каких-то области в Украине качают всю историю, хотя не принимают самое активное участие в войне. Вот что самое интересное. То, что они смотрят со стороны. Они имеют свое представление о том, как это должно быть. У них есть... Знаете, вот федерализация не звучит плохо в таком ключе. Федерализация рассматривается как альтернативный вариант. И если кто-нибудь приведет Украину к федерализации, что очень маловероятно, но если кто-нибудь это сделает, то это хотя бы даст возможность сохраниться Украине и украинской нации в том виде, в котором она была всю историю. Украинцы никогда не были моноэтничной нацией. Там было много разных вкраплений. Это кто-то набегами приходил, кто-то... То есть мнение о Украине у людей ложное. И оно навязано. Вообще у большинства людей сложилось представление о том, что такое Украина только за последние 3 года и только потому, что на марафоне 24 постоянно говорили. На самом деле убеждение и представление людей о том, какая есть Украина, Украину не меняет. Оно не меняет количество поступающих денег. Вот от того, насколько украинцы любят Украину, количество донатов со стороны других государств, помощи, не поступает. Читаю, кстати, это так смешно на самом деле. Читаю сейчас, что США утвердила продажу еще одной помощи для украинцев. Продажа помощи. Это я, честно говоря, неужели люди не видят это? Не видят. Почему? Потому что живут в пузыре, в информационном, и у них нет возможности услышать альтернативу.
задумайтесь, продают помощь. Это даже звучит странно. Потому, чтобы это изменить, ну, ничего, только ждать. Ждать, потому что сейчас ситуация, которая в шахматах называется цугцванг. Любое движение, которое бы ни делалось, оно приводит к ухудшению. Единственный вариант – это, конечно, пойти... Я почему его не рассматриваю? Потому что он невероятный. Пойти путем правильных договоренностей. Я не буду таким новобонным словом скажу, попсовым, и говорить о том, что нужно было думать головой в 2022 году, когда была возможность в Турции, как бы, да, мы понимаем. Сейчас идти на те компромиссы, которые сохранят жизни людей. И люди, как, поверьте, люди больше всего оценят желание управленца сохранить жизнь людей. Больше всего. Не территории. Людям эти территории уже, честно говоря, они не так важны. Люди никогда там не были. Я спрашиваю, кто из вас в Донецке был вообще хоть раз? Говорит, да, ни разу. И вот мотивация 18-летних, 20-летних людей, уже сколько там, грубо говоря, вот эта вся история, она же тянется уже сколько, 9-10 год. Эти люди родились, и они никогда в жизни не были ни в Крыму. Нет, у них нет мотивации умирать за это. Они не понимают, за что они умирают. Это многие люди готовы больше умирать за территорию в компьютерной игре, чем за территорию, которую никогда не знали. Они не готовы, они не могут себе представить, что это такое. И вот это отсутствие опыта и принуждение к пониманию того, что это нужно, формирует очень сильно недовольных людей, молодых недовольных людей. Но я скажу, даже до пожилых уже это доходит. Они уже как бы тоже это понимают. Но только до тех, кто реально с этим столкнулся. Когда прилетает ракета в дом, когда соседей почему-то становится меньше. И не потому, что они выехали, а потому что они поумирали. Когда они видят каждый день похороны. То есть вот это все начинает вызывать у них вопросы. И есть обратная корреляция. Чем больше людей отказывается от социальных сетей и изучать информацию из социальных сетей, тем более радикальными в обратную сторону они становятся. Почему? Потому что социальные сети, для нервной системы нет разницы, правда это или неправда. Информация поступает, и она ее интерпретирует. Все. Потому что нет альтернативного источника. И ты выходишь на улицу уже с мыслью о том, что ты же первое, что взял телефон, в телефоне написано: сегодня мы еще столько-то там победили, мы там движемся, мы отбиваем территорию. Все, человек выходит, и он игнорирует все остальные факты вокруг. Потому что нервная система идет путем редукции, отрезает ненужное. Нужно жить в пузыре. А когда даже вот пожилые люди перестают смотреть телевизор, вот у одной женщины просто так случилось, ее, это реальный пример, пришлось продать телевизор, чтобы купить своему сыну на фронт бронежилет и там какие-то теплые носки. Вот готовятся они сейчас. Нонсенс. Это просто нонсенс. Она говорит, я когда продала телевизор, я начала выходить больше на улицу и больше гулять. Я говорю, и вот у меня тут появились вопросы. До этого вопросов не возникало. Потому одним из факторов, влияющих на это, является просмотр недружественных, недружелюбных, очень, можно даже радикально настроенных против основной повестки информационной блогеров, журналистов, известных людей. Почему? Если тебя может убедить человек, который является, скажем так, имеет противоположное мнение, а тот, который имеет основное мнение, повестку дня, не можете убедить, то тут одно из двух. Либо этот человек дебил, ну, типа реально умственно неполноценный, имеет какие-то когнитивные нарушения. Тогда зачем за него бороться? Либо он ошибается. Все очень Спартак, я просто. хотел бы, вот мы сейчас раскроем эту историю, это прям очень важно, но давайте вот вы приводили пример украинцев, которые там за границей. Большинство, ну, я не буду говорить большинство по числу, ну, большинство по статистике, давайте так. Большинство людей выехали в 22 году. И за эти 3,5 года, уже скоро 4, да, года, люди-то оставили у себя в воображении, в сознании вот ту Украину, которая столкнулась, да, с там, мощью, ракетами, стреляют. Тут люди привыкли жить, ну, то есть каждый может себе отмотать на конец 21-го, начало 22-го. Ну, без политических каких-то вещей. Я не про политику сейчас говорю, а про жизнь человеческую и в какой стране ты находишься. И у них остался этот отпечаток Украины.
И они поэтому там ездят, да, они там кто-то беженцы, кто-то устроился на работу, кто-то там фирму какую-то открыл, кто-то приспособился, но они представляют Украину такой. И им легко заходит вот это все. Путин, людоед. Ну, когда посмотришь, например, там, не знаю, Гордона, ну вот просто, это же нечто. И люди смотрят, и они вот это вот воспринимают, вот это все. Но приходит, кажется, момент, когда вот этот отпечаток той Украины, ну, довоенной или вот сразу пережившей трагедию, да, но люди помнят вот ту мирную жизнь, которая была до полномасштабного вторжения, а, этот отпечаток сталкивается с сегодняшней реальностью. И вот тут происходит на самом деле большая человеческая внутренняя трагедия у любого человека, который вот, ну, я не хочу так высокопарно, но тем не менее, есть же понятие родины, ну, такое понятие, то есть родина. Украина– моя родина, я там родился, вот она столкнулась с этим. Но родина уже не та. Родина уже топчет людей в бусах, Родина уже принимает законы, Родина уже стреляет в мужика, который хочет убежать, перебежать границу. Вдвоем бежали, один сдался, там вчера разошлась новость, позавчера, по-моему, это было. То есть, это ведь не пограничник там, дурачок стреляет, там, это Родина в тебя стреляет, и ты падаешь в ров пограничный. И эта реальность, она, ну, как бы отторгается, это абсолютно другая Украина, не та, которая осталась в памяти. Что делать вот этим людям, которые, ну, да, отсекать, вы правильно говорите, но ведь отсекай, не отсекай, реальность-то не меняется. Как принимать вот эту новую Украину? Или то, что из нее получилось? Во-первых, я бы не рекомендовал пытаться принять новую Украину. Нужно принять ту, которая есть, как факт. Вот она не изменилась. Мы же с вами, вот, Александр, вы точно знаете эту фразу, да, что когда стране нужно, чтобы ты за нее умирал, она называет себя Родиной. Это очень удобная позиция. И людям необходимо объяснить, что нет, это та же страна, которая и была. Просто ты вырос. Людям очень больно признавать, что они ошибались. Я так поддерживал это государство, а теперь оказывается, что я столько лет там, верил не в правильного Бога, ел неправильную пищу, делал неправильные упражнения, общался с неправильными людьми. Это называется эффект невозвратных издержек. Когда очень много времени, знаете, там человек BMW, старую тачку, чинит ее годами, и жена говорит, ну уже денег больше вложили в нее, чем это. Он говорит, ну я хочу, чтобы она завелась. Так вот, не заведется. Потому люди не должны принимать новую Украину. Они должны признать тот факт, что они выросли. Им нужно объяснять, смотрите, вы стали умнее и лучше. Посмотрите на это с другой стороны. Потому что если мы будем говорить, что вы глупые идиоты, ошибались, выбрали не того человека, поддерживали не ту страну, вы столкнетесь с сопротивлением. Человеку слишком сложно принимать собственные ошибки. Поэтому мы должны ориентироваться на поддержку этих людей, которые находятся за границей. А самыми эффективными инфлюенсерами в этом вопросе являются, знаете кто? Военные, которые выехали. У меня есть Ой, товарищ. они их хвост и в гриву. Те, кто выехал, их нужно лишить политических прав, забрать паспорт. А что это он там, а мы тут умираем? Ну, это мы только это слышим в медийном поле. Да, но это неправда, это искаженная информация. То, о чем я говорил, спираль молчания. Большая часть, подавляющее большинство, часть военных, особенно которые выехали, которых я знаю, вот у меня есть офицер из ГУР, ну, типа, очень серьезный человек, из серьезного подразделения, который в Белгороде делали большую часть диверсий. Это мой близкий товарищ. И вот я с ним общаюсь, и он говорит, да ты чё? Он говорит, никогда в жизни. Я туда больше не поеду. Пока он был в больнице, его в СЗЧ объявили. Представляете? Пока он был без сознания в больнице, объявили человека в СЗЧ. Говорит, я бы в жизни, я, говорит, если бы раньше чуть-чуть понял, да он же пошел добровольцем в 22 году. И вот эти люди, когда мы там стоим, общаемся, и к нам подходит компания украинцев, и они такие, он их называет вкраинчики. И вот когда они начинают там яростно, вот сейчас это, он говорит, ребята, смотрите, вы допускаете, что я знаю больше, потому что я был 3 года на фронте, и я старший офицер из ГУРа. Мне говорят, ну хорошо, ты знаешь больше. И что ты скажешь? Они говорят, что это полная чушь. Абсурд, нас всех обманывают. Все, что нам рассказывали, все, что нам показывают, все наши успехи. Говорят нам, чтобы просто вы понимали, по новостям
говорят об успехе, и спустя час спускается задача этот успех реализовать. То есть, это нонсенс, потому что этого успеха нет. Говорят, мы в новостях уже показали, вы должны брать эту зону. Вот если вы ее не берете, как угодно, говорят, любой ценой. Или с людьми не считаются. Военные, как никто другой, являются отличным примером того, почему не стоит этого делать. И все мои знакомые, мое окружение, которое является военными и которые находятся на фронте, ни один из них не говорит, что это прям хорошая идея и что это правильный выбор. Никто из них не говорит, что так нужно. Есть те, которые говорят, я останусь здесь, потому что, такие у меня убеждения, говорят, но никому не рекомендую. Военные, которые выехали за границу, являются лучшими инфлюенсерами в области раскрытия реальности для людей, которые до сих пор спят. А на что нужно еще обратить, кстати, внимание? Посмотрите на те факты, которые не касаются Украины напрямую, а касаются косвенно. Это для людей, у которых IQ двузначно и выше. Вчера на ШОС не было объявлено никакой темы по Украине. И что думают, как это продает власть? Власть говорит, видите, мы победили. Теперь мы сделали так, что про Украину ни слова. Нет, это поражение, ребята. Про Украину теперь никто не говорит на серьезных больших собраниях. Сейчас Украина становится теперь уже проблемой для мировой экономики. Она препятствует сотрудничеству Америки и России. Мы наблюдаем разницу в приеме Зеленского и Путина. Разница ощутима, Александр. Давайте будем смотреть правде в глаза. Отношения разные. И для того, чтобы люди могли все-таки немножко понять, как это работает, им нужно посмотреть, быть над ситуацией. Но тут это то, что я уже сказал, тут нужно иметь достаточно высокий уровень интеллекта и там книжки читать, знаете, Оруэлла хотя бы в детстве когда-то глянуть, немножко посмотреть, что там он пишет. Потому что сейчас реально она черная, говорят белая, она белая говорит черная, война – это мир, мир – это война. То есть, наше Министерство иностранных дел, конечно, это цирк. Я обожаю, я люблю смотреть это. Знаете, на самом деле это иногда, я сейчас очень активно, я учусь в Южно-Вальском университете в Британии, и закончил одну магистратуру, продолжаю учиться и буду идти на PhD. И мне нужно подтянуть мой английский язык. И я когда думаю, когда я считаю, что я плохо знаю английский, потому что, знаете, там не могу какое-то слово вспомнить, я себе мотивацию включаю Сибигу. Я смотрю, и я такой типа, нет, отец, ты молодец, ты все можешь. И это меня мотивирует, видите? И Министерство иностранных дел мотивирует даже сквозь километры. Потому у нас вообще все выглядит странно. С вот этими там какие-то баллы, что-то, эта приставка «е» звучит как издевка для меня. На секундочку, люди умирают, лишаются конечностей. У меня знакомый, ему там прилетел снаряд, пахар оторвало. То есть люди, это серьезное, это очень плохо. Это сильно плохо и сильно серьезно. И нужно принять тот факт, что победить тупо невозможно. Год назад, давайте так, год и месяц назад, когда я еще был в Киеве, были плакаты до кордонів 91-го року. Я не знаю, висят они сейчас там или нет. Я попрошу посмотреть кого-то, кто там ходит. Но насколько нужно быть безграмотным, чтобы понять, что это невозможно. Это нереально. И не потому, что у нас армия слабая. У нас проблема в командовании, проблема в управлении, проблема в неспособности договариваться. Политик, когда хочет добиться результата, он не то, что в четверо складывается, он делает все возможное и находит выходы. Наши ломят какую-то позицию для того, чтобы сохранить за собой статус власти. Все, и не более. Потому это невозможно победить. И когда говорят, что мы сохранили государственность, во-первых, пожалуйста, будьте добры, по всем телеканалам пустите определение слова «государственность», чтобы украинцы поняли, что конкретно они сохранили. А на самом деле не сохранили. Кто знает, что такое государственность, не сохранили. И суверенитет. У нас нет никакого суверенитета. Большая часть украинских недр принадлежит людям, которые к нам не имеют абсолютно никакого отношения. Смотрите, я хотел бы, продолжая там тему украинцев, все-таки это очень важно поговорить украинцам об украинцах, понимаете? Что с семьями? Вот статистика очень плачевная, разводы, то есть... 80%. То есть, понимаете, это
Вот никто просто не понимает масштабы этой катастрофы. Причем это все и на бытовой какой-то почве, это и в тылах, это и за границей, это когда, ну, в общем, семьи там один воюет, а вторая там за границей, то есть и вот это дети без отцов, новые там отношения людей или в тылу, или за границей, в общем, это все очень, на самом деле, очень тяжело. И это вот как бы бьет обухом по голове эмоционально человека, который и так, ну, условно, подвержен, причем что в тылу, что на передовой, подвержен войне, тревогам, ударам, налетам. Украинцы все психически нездоровы. Я согласен с этой точкой зрения. Причем неважно, да, то есть там ты пережил этот стресс в 22-м, смылся, эвакуировался, да, возвращался, оставался, уехал позже, уехал в 23-м, 24-м, или сейчас перебежал, переплыл, или вот Зеленский открыл, а ты, так сказать, это же тоже, это вообще отдельная история. Ну вот смотрите, 3 года, 18-летие, даже 3,5, да, ну ему 14 лет, ну, 15-14 лет. Это еще на подростковый возраст влияет. Короче, мой вопрос, как изменит война, внимание, украинскую семью и представление об украинской семье? Как вам кажется? У меня есть даже не то, что представление, есть статистика разводов людей, которые находятся за границей. И были примеры, когда люди говорили, вот, статистика разводов, она некорректная. Нет, мы отталкиваемся не только от статистики разводов, Александр, мы отталкиваемся от статистики новых заключенных браков на территории Евросоюза. Я не знаю, как Канада и Америка, я больше беру по Евросоюзу. Заключенных браков 80% тех семей, которые были раньше, нынче уже не существует. И 13% из них, они строят браки с иностранцами. А те другие, кто строит не с иностранцами, они уже европезируются, как это, я не знаю, можно ли такое слово применить. То есть это уже не та украинская семья, которая была. Это совершенно уже другое. И я немного, так маленький скачок. Дело в том, что для сохранения нации необходимо, чтобы индекс рождаемости был 2,6. Ну, кто-то говорил 2,4, но 2,6. То есть 2,5 ребенка в семье должно родиться. Грубо говоря, 5 детей на 2 семьи. В Украине самый низкий индекс рождаемости в мире. Он, кстати, в прошлом месяце упал ниже единицы. Сейчас я не знаю, как в прошлом месяце меньше единицы. Невозможно сохранить нацию, которая не только не воспроизводится, но и регулярно умирает, уменьшается в объемах. Причем очень высокий процент не молодых, а именно пожилых людей. Это те, которые относятся, ну, их же считают как граждан. И мы-то знаем, сколько у нас там миллионов этих людей. Но давайте сейчас отнимем тех, кто умрет в ближайшие 3 года. Сколько остается. Отнимем тех, кто выехал. Потому украинские семьи, они модифицируются, они европеизируются. Это будет очень похоже на не такое дружное, но на армянские диаспоры в мире. Потому что сколько живет армян в Армении, значительно меньше, чем армян в мире. Потому это будет очень похоже на это, только они будут не такими дружными, потому что конфликты будут основываться на, сами понимаете, о чем. Воевал, не воевал, сколько ты донатил, сколько ты делал. Но так будет длиться только одно поколение, потому что следующему поколению, я вам скажу прямо абсолютно все равно. У меня есть очень близкие тоже товарищи, которые живут в Испании, в Барселоне, и у них дочка 16 лет. Они уехали во время ковида в 2019 году. Она прожила здесь, грубо говоря, там, с 11 лет. Это уже больше испанец, чем украинец, потому что нет непонимания политического контекста, нет понимания значимости культуры. Она лучше понимает юмор испанцев. А это 5 лет. Что такое 5 лет? Это ни о чем. 5 лет – это очень маленький промежуток. Потому, да, люди будут выезжать, и явление, как украинская семья, будет сильно модифицировано в европейскую украинскую семью. В чем ее будет суть? Это будет условная фоновая гордость за события, с которыми они, возможно, никогда не столкнутся и не столкнулись. Это первое. Второе – самоидентификация по признаку флага, герба и украинского языка, если они его будут знать. И последний фактор оценки того, является ли это украинская семья или нет, это наличие знаний о каких-то
исторических фактах, которые являются, возможно, даже не фактами. Это все, что будет идентифицироваться как украинская семья. Все остальное никакого отношения к украинской семье иметь не будет. Но тут есть Э, очень важный нюанс. Я бы да. хотел его затронуть, потому что он очень неудобен многим, но он справедлив. Тут есть еще такой подтекст своеобразный, как территории, неподконтрольные Киеву сейчас, и украинцы, уехавшие в другую сторону, ну, там, Беларусь и Российскую Федерацию. Мгм. Когда Очень много наши, таких людей. когда наши ну, законодатели, прости господи, говорят, что если ты пытаешься бежать в сторону Беларуси или в сторону России, ну, вот закон такой как бы принимают, да, то тебе там от 3 лет прям уголовка, все, тюрьма. То есть мы понимаем, что это ведь тоже влияет на... Смотрите, когда я задаю вопрос об украинской семье, мне так звенит в голове речь Зеленского, который внезапно на День независимости вспомнил о том, что в Крыму, в Луганске и в Донецке наши люди. Это было только вот им сказано в контексте вот этой стеллы на Майдане, где вот эти лучики с километражом. Да, ну вот все, в принципе, кто был в Киеве, был на Майдане, они примерно понимают эту стеллу. Но ничего же не делается. Не столкнемся ли мы с тем, что украинская семья как понятие, да, то есть украинская система отношений, ценностей, вы с многими людьми работали в этом отношении, в плане, ну вот, ну, по профессии, да, то есть там пары, на чем строится, там менталитет. Это ведь большая разница, как там общается мужчина и женщина, ну или там какая-то пара там где-то в Европе и где-то у нас. Получается, что украинская семья сохранится, ну, в оккупации и на территории Российской Федерации. А то, что будет в тылу, или то, что там ценности заграничные, это будет совсем другое. Как вы прям, ох, вы очень хорошо, смотрите, подсветили то, о чем, кстати, я сам не думал. Будет ли являться украинская семья более украинской, находящаяся на некогда украинской территории, нежели та семья, которая выехала за границу? Это очень хороший вопрос. Зависит от того, с каким давлением они будут сталкиваться. Многие люди, которые находятся на территории оккупированной России территории, эти люди до сих пор поддерживают Украину, ну, в своих убеждениях. Они являются лояльными Украине, но они не собираются рисковать своей жизнью, потому что самое главное, что есть, это жизнь, свобода, здоровье, свои дети, вот это вот все, что это очевидно. И они себя считают украинцами. Если Украина каким-то чудом вернет эти территории, что почти невозможно, то они будут жить с таким же удовольствием, просто они будут себя идентифицировать как украинцы немножко другого качества. То есть они будут считать, что мы пережили оккупацию, то есть у них будет как будто бы статус, как будто бы право называть себя украинцами больше, чем у тех, кто выехал. Но это неправильно. Почему неправильно? Потому что украинец ты или не украинец определяет даже не паспорт. Вот русские очень удобную штуку придумали. Я не знаю, замечали вы или нет. Они говорят, русский не равно россиянин. Русский народ – это не равно российский народ. И потому любой чернокожий, который какое-то время пожил на территории России, ел окрошку, он может сказать: я русский. И таким образом россияне формируют вот это вот комьюнити. То есть им не стыдно в этом признаваться, они как будто бы гордятся тем, что они такие специфические, что они уникальные. Мы, несмотря ни на что, мы держимся. У них есть вот этот вот, как это, внутренний вектор, по которому они движутся, и они называются русский. Украинец тоже не определяется паспортом, не определяется тем, какое мы блюдо едим, является борщ украинским блюдом или нет, что мы делаем, какие мы носим ленточки, любим мы наш флаг или нет. Украинец определяется тем, какой вклад в украинскую нацию он сделал. Смерть как вклад не является самым эффективным вкладом. Сейчас уже история о том, что там я умирал для того, чтобы вы жили, она будет продолжать рассказываться, потому что нужно валидизировать страдания людей, нужно объяснить, что они не зря страдали. А это будет очень сложно, и потому их нужно сакрализировать. Если их не сделают, как это, сакральной жертвой такой,
то не получится объяснить обычным людям, за что они воевали, потому что уже было понятно. В 23 году, смотрите, мы же с того момента ничего не отвоевали, никаких территорий. Ну, то есть мы только теряем. И бог с теми территориями. Люди. Мне никогда не были интересны территории. Меня всегда интересовали люди. Интеллектуальный потенциал весь выехал. Сейчас все врачи, с которыми я обращался, лечился в Украине, мне не проблема поехать в Польшу, в Барселону. Вот это. Они все здесь. Все, стоматолог, эндокринолог, все здесь. Тут уже все таланты, все, кто мог, выехали. Ну, еще вот этим вот 18-22, конечно. Видимо, Зеленский подумал, что он сделает очень хитрый ход, выстрелил себе в колено. Люди, которые выйдут, это же выйдут люди, которые рассказывать будут о том, как они побороли президента, выйдя на, грубо говоря, Майдан по борьбе с НАБУ. Это он выпустил инфлюенсеров, по сути, людей, которые будут об этом рассказывать. И они уже об этом рассказывают. И уже меняется сознание. Коллективное сознание, кстати, чтобы вы понимали, изменить путем массовым невозможно. Будет сильное сопротивление. Нужно подмешивать несогласных и подмешивать людей, которые имеют личный опыт и факт фиксации личного опыта в ту среду, где этого опыта нет. Опять-таки, один военный, прошедший войну и незаконно выехавший из Украины, имеет эффективность как инфлюенсер значительно больше, чем любой блогер, который будет об этом рассказывать. Но с другой стороны, так а Майдан невозможен. Возможно, но учитывая те закупки спецсредств, которые проходили в марте прошлого года, там же была колоссальная закупка щитов, дубинок, светошумовых гранат. Я думаю, что он будет очень легко подавлен и будет подавлен под лозунгом, что не на часе. Ну, типа, сейчас не актуально, видите, у нас есть внешний враг, зачем нам внутренний враг? У нас на самом деле никакого врага, кроме внутреннего, уже больше и не будет. Со временем мы к этому придем. Что единственный враг – это внутренний, который не хочет решать проблему с внешним врагом. Неспособность договориться – это основной признак импотентности демократии. Вот демократы умеют договариваться, даже если им неудобно. Я про дипломатию в принципе не говорю, потому что я не вижу у нас дипломатии никакой. Почему-то получается так, что вот этот, которого всегда все смеются, обзывают его там конем или как лошадью, Лавров, почему-то с ним считаются. Меня это Спартак, тоже поражает. тут очень интересно вообще видение в Украине демократии. Ну вот смотрите, убийство Парубия. Вообще понятно, что так вот цинично, вот так вот глянуть на это признание убийцы, там потом убийца Фарион тепло улыбнулся, когда узнал. В общем, смотрите, то есть можно верить в эту версию, да, что, в общем, российские спецслужбы имели контакт с ним, а были они, не были. Короче, мотив человека, что сын погиб под Бахмутом или пропал без вести, а он хочет его найти. Ну, конечно, он там не общался с ним со скольки-то там с маленького возраста. Ну, смотрите, с человека может все произойти, да. Может, нам и липу какую-то подсунули, чтобы быстро раскрыть и показать, что вот это все вот так. Кто-то говорит, что, ну, самая дебильная история, которая может произойти, вообще в которую невозможно поверить, жизнь иногда подбрасывает такие фортели. И когда он говорит, был бы Петя, я бы Петю, ну вот это все. Считать человека, я даже не хочу в это углубляться, потому что ну, нам это ценности не принесет. Но тут интересен процесс. На этих похоронах, ну, его так обставили, что это, в общем, был бенефис Порошенко, вот этих всех бывших. Они вот там представали, у Порошенко увидели там 40 человек охраны, то есть, тем более его упоминал убийца. В общем, ух. Выходит Порошенко сегодня, вот после всех этих событий, и говорит, надо запретить Телеграм. Вот прямо сейчас. Я немного вообще не могу понять логики. Ну вот смотрите, ну елки-палки. То есть ты же вроде как оппозиционер. Называешь себя, ты же против. Любая оппозиционная деятельность не предполагает запрета чего-либо, потому что это используется, ну, как канал какой-то. У него у самого там куча телеграм-каналов, его с ним аффилированных, его политтехнологов, его, короче, команда. Но это все... Вот откуда рождается это... Ну вот и почему, условно, свобода
в Украине. Это какая-то система запретов. Уехать нельзя, это нельзя, по-русски в кафе нельзя, там чего-то написать, сказать нельзя. Ну, в общем, нельзя, 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 но мы воюем за свободу. Это Оруэлловский сюжет. Ну, э, это все понятно, что люди просто пытаются, скажем так, выживать как могут, а им постоянно препятствуют на пути к реализации своей просто бытовой базовой деятельности. Тут ничего нового нет, это просто простой обман. Кто не читал Оруэлла, рекомендую. Да и, в принципе, это еще и на «Скотный двор» похоже. Тут все. Кстати, да, в рамках примера на «Скотном дворе», когда убили там одно животное, сколько собралось людей, сколько собралось животных на похоронах, это очень, кстати, похоже отсылает на ситуацию с похоронами Парубия. Значит, не был никогда Порошенко оппозицией, и он не является оппозицией сейчас. Вы заметили правильно, что оппозиция не стремится запрещать. Суть оппозиции заключается в демонстрации альтернативной точки зрения на пути к реализации благополучия государства. Нет никаких рекомендаций на пути к благополучию государства. Более того, его идеи часто звучат так, как будто бы он поддерживает действующую власть. Он один из немногих, кто, имея уголовные дела, серьезные уголовные дела, не находится ни под стражей, не находится ни в местах лишения свободы. Вообще, для того, чтобы понять, что по сути оппозиции на территории Украины осталось очень немного, и их реально там пару человек, нужно просто посмотреть на всю ту оппозицию, которая есть, и как она взаимодействует с миром. Примером тому является Дубинский. Как ты успеваешь отвечать из тюрьмы через 15 минут после заявления одного из блогеров, ему на сообщение? Как это возможно? Даже если ты делаешь это через кого-то. То есть при желании властей подавить оппозицию, они могли бы сделать с ним что угодно. Ну, то есть, типа, от лишения его жизни до реально каких-то очень жестоких условий. Мы видели, есть эти видео, в каких условиях находятся детективы НАБУ. Там вообще речь не идет о каких-то благах. Их выводят в то время на прогулку, когда закрывают всех остальных и других не выводят, чтобы не пересеклись ни с кем. Всем заключенным, которые находятся в секторе, где находятся детективы НАБУ, ну это для понимания, если кто не в курсе, им порезали количество прогулок. Теперь они гуляют через день. А тут оппозиционер. Ну, у него все возможности. И он свое любое мнение, как блогер, диктует. И тоже вопрос по поводу Порошенко. Если это оппозиция, почему так много благ в условиях абсолютной доминации монобольшинства? Как это работает? То есть, либо я не совсем понимаю тогда, что такое оппозиция и оппозиционная деятельность, в чем сильно сомневаюсь, честно говоря, потому что у меня есть прекрасное понимание того, что это такое. Либо, либо Порошенко – это иллюзия оппозиции, которая необходима для того, что, знаете, как есть правда, а есть ложь. Но ложь всегда делится на две лжи. Ложь один и ложь два. Вот правда где-то там, Порошенко ложь один, любые другие оппозиционеры ложь два. Потому в принципе, поддержка Порошенко была большая еще год назад. Я смотрел за тем, как его поддерживают. Особенно, когда его начали накладывать санкции, когда начали как-то ограничивать. Но мы наблюдаем, что динамика активности Порошенко не падает, и его возможности в целом не падают. Вот этот единоразовый запрет на выезд, когда он хотел поехать и поговорить если не ошибаюсь, с Орбаном, да, по-моему, он хотел поговорить по поводу Украины, и ему запретили выезд. Или это он должен был с Фицо поговорить. Ну, суть. Его не выпустили, его развернули на границе. Как? Сколько шума по этому было? Вообще, вот вы видите, и вот можно даже такого человека. Неделя проходит человек за границей. И при том делается это так, что никто даже не увидел его нигде. Он просто взял и оказался за границей. Смотрите, все, что происходит и все, что вы видите, это тупо выгодно и кому-то надо. Я хочу, чтобы зрители услышали эту важную мысль о том, что все, что вы видите в телеграм-каналах, все, что видите, для того, чтобы понять, насколько это правда, смотрите альтернативы. Вот просто вот в исследованиях, как мы делаем, когда мы берем что-то и начинаем исследовать. Вот в психиатрии, например.
Мы пытаемся исследовать влияние какой-то там таблетки на психику человека. Это очень условно. И мы не стараемся подтвердить наше мнение. Работает эта таблетка, как она работает. Мы говорим, эффективность такого препарата, последствия и импакт. Ну, типа эффективность, по сути. Делайте так, всегда делайте со своей жизнью так же. Если вы хотите убедиться в истинности чего-либо, всегда ставьте это под сомнение. Потому что, во-первых, это вам полезно по жизни будет, развитие когнитивных навыков, ну, не прожить жизнь идиотом. А во-вторых, убедиться в том, что во многом вас обманывают. В очень многом. И это же, кстати, прослеживается даже в телеграм-каналах. Кстати, они в телеграм-каналах, да, рекомендую, кто следит, кому не лень, купите себе на 1 терабайт внешний диск такой, и туда просто скидывайте все скриншоты со всех телеграм-каналов, вы увидите, как они их меняют, там можно сказать, что исправлено, удалено, как они меняют, как они удаляют. Все телеграм-каналы, особенно те, которые рассказывают о том, что мы независимы. Знаете, вот когда я слышу, что Труха независимая, я начинаю смеяться, причем неподдельный смех, такой, ну, прям, знаете, ну, прям смеюсь, когда говорят, что этот не пойдет, этот, потом там какой-то блогер там говорит правду, потом этот блогер говорит правду. Я просто, когда смотрю, что они отсылают, разница, диапазон временной 1 минута, оно все скопировано, все одинаково. Это невозможно. Это просто вы не сможете выйти из этого пузыря, если не будете действовать как люди. Что нас отличает от животных? Самосознание, способность подвергнуть сомнению свое существование и собственное «я». Если вы не способны подвергнуть сомнению, в принципе, действительность окружающую, шансов на даже тоже изменение проектности Украины, она подразумевает то, что люди каким-то образом, чудом, резко скакнут в своем сознании. Как? Только через боль. Есть один, ну, скажем так, ну, тоже интервьюер, да, который, так сказать, прославился этим вопросом в конце. Я вот перейму его прием. Ну, переиначу, понятное дело, под ситуацию конкретно вашу. Помните, вот был такой период. Вообще, конечно, то, как мы становимся похожи, ну, имеется в виду Россия, Украина, да, вот во время войны друг с другом, вот если так задаться целью, можно вот так вот реально, как из пулемета, выдать, не знаю, там, позиции, ну, под 50, где одинаковые законы, одинаковые решения, люди одинаковые, потому что, ну, вот власти, системы, да, понятно, они отличаются ну, масштабом, там, но вот все равно. Кто-то говорит о том, что это потому, что Зеленский очень хотел покорить Москву, ну, в свое время, да, но там не получилось через КВН, хотел потом через Чуть-чуть кино. не вышло, да. Да, ну вот чуть-чуть не вышло покорить Москву, хотя снимал фильмы в Москве, чего. Ну, то есть... ну, тут даже дело не в этом. Этот, кстати, интервьюер Юрий Дудь, он поменял очень серьезно там, Сейчас, да. концептуально подходы, да, к своим беседам. Но он любил очень заканчивать. Там, окажись вы перед Путиным, что бы у него спросили. Спартак, окажись вы перед Зеленским. Что бы вы у него спросили или сказали? Я бы спросил, как сильно плохо ты спишь, насколько низко качество твоего сна, зная, что это все закончится. Спартак Суббота был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за время и мысли. Спасибо, Александр. Вам хорошего дня. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Напишите, что думаете в комментариях под этим видео. Увидимся обязательно. До скорого.